Изучение и понимание происходящего начинается с фундамента того места, где мы есть. В мире уже расплодились сотни теорий об описании нашего мира, какую он форму имеет, зачем мы здесь, в чем смысл происходящего, есть ли Бог. На эти и другие вопросы каждый человек отвечает со своей позиции, то есть он выдает свою теорию, свой взгляд на мир, имея в арсенале уже общепринятые меры или ответы на самые важные вопросы, которые не могут ответить, но имеют свое представление, и у каждого человека оно свое. Каждый человек проживает свой уникальный опыт, и на один и тот же вопрос каждый человек отвечает по-разному. В зависимости от ответа можно принять какие-то действия или придумывать смыслы, чтобы были действия, которые никакого отношения не имеют к вопросу. По сути, бессмысленные действия, не имеющие ничего общего с действительностью человека. Проходя такой путь, в конце он делает вывод, что все его действия были пусты и имели над собой основу просто изнашивания себя, не на сохранение, а на разрушение. Вот и нашлись важные вопросы. Зачем? Для чего делаются такие действия? С какой целью? Неужели нельзя устроить все по-другому? Развиваться, решая насущные проблемы человека и двигаться в направлении неизвестного нашего мира. Находясь здесь, на Земле, мы начинаем движение от нее, путешествие по нашей Солнечной системе. Есть самые ближайшие планеты для колонизации и размножения человека, ведь так будет проще понять суть происходящего, перебираться с одной планеты на другую, да и нам ничего не остается делать, как двигаться вперед. Останемся, умрем, будем двигаться, будем жить. Венера, Марс и еще наш спутник – это Луна. Все эти космические тела могут быть пригодны для жизни человека, если соответствующим образом терраформировать атмосферу, где будет процветать жизнь так, как и на Земле, а может даже намного лучше. Вот мы и поняли суть своей проблемы, и ее нужно решать, хотим мы этого или нет. Последствия от бездействия – это смерть. Да, наступить она может через миллионы лет, но это не повод расслабляться. Такие условия должны только нас подстегивать к росту и движению. Вопрос – как нам размножиться на другие планеты более благоприятным и эффективным способом? Что для этого нужно делать? Как должно быть устроено наше общество, чтобы мы гармонично развивались, жили в мире и согласии друг с другом, без войн, политики и нищеты? Что препятствует прямолинейному росту человека? И какие еще сюрпризы подготовил нам этот мир, чтобы мы жили интереснее? А теперь обратите внимание, что происходит на нашей планете. На нашей планете есть экосистема, которая работает по определенным законам, правилам, гармонии и балансе. Если эти законы нарушать, то экосистема начнет разрушаться и в итоге просто погибнет, а вместе с ней и мы с вами. Разрушается она быстрее, чем создается. Понимание этого должно нас привести в ступор от того, что делаем сейчас мы. Неразумные действия направлены на разрушение и эксплуатацию природы, человека и животных, действия, которые совсем несопоставимы, малоэффективны, а то и вовсе разрушительны по отношению к нашей задаче. Но почему все так устроено? Почему мы движемся от разума? Казалось бы, все очевидно, но нет. Мы так это усложняем, и непонятно для чего, с какой целью. Может, есть то, что мы не должны знать? Может, это просто все игра? Задавая себе эти вопросы, неизбежно будешь искать ответы, а находя их, разочаровываться. И кто-то их уже нашел. Медицина, образование, экономика, политика, космос, технологии и многое другое.
Все эти вещи очень сильно взаимосвязаны. Для понимания не хватит одного видео, хотя что-то вы уже знаете. Увидеть всю эту жизнь с другой позиции непросто. Придется что-то переломить в себе и изменить. И суть тут такова, что не важно, какой человек прав, а важно то, какую информацию он в себе несет, какие действия он делает, исходя из информации, достоверность и эффективность данной информации, каким результатам она приводит и какой смысл, помысел заложен в эту информацию. Встречая любую информацию, не вписывающуюся в вашу картину мира, была выработана позиция, с которой можно адекватно относиться к любым теориям, невероятной точки зрения или фантастическим идеям. Эта позиция помогает задуматься и начать действовать, искать и находить, удивляться результатам, радоваться и еще больше развиваться. Рекомендация такова. Перед прочтением и выслушиванием любой теории относитесь к этому как к точке зрения. Не принимайте на веру, но и не отвергайте, а допускайте и проверяйте. Выслушайте, внимательно все изучите, прочитайте все, что есть по этому вопросу и начинайте действовать. Привлекайте людей, уже заинтересованных в какой-то точке зрения, или сами вступайте в такие группы для объединения усилий. Ваши результаты будут значительно выше. Это относится и к видео, которые вы будете дальше смотреть, изучать, задавать новые вопросы. Вы можете их выписывать в блокнот или занести в заметки телефона, а ответ может прийти через годы. Но помните, что ответ будет зависеть от правильности вопроса. И даже когда вы получите ответ, знайте, что он актуален на данный момент времени, что его могут дополнить, исправить или донести противоположность ответу. В общем, остается все проверять самому через свой путь и опыт. В изучении и понимании этих и других аспектов жизни стоит к ним относиться легко, чтобы вас это особо не угнетало. В некоторых случаях стоит даже посмеяться. После всего того, что вы узнаете, вам придется как-то с этим жить. И есть выбор: либо подстроиться и жить как всем, либо менять что-то, чтобы жить лучше было всем. Трудно, больно, долго. Это может стать препятствием на пути решения каких-то задач, но постоянство нашего труда в конце даст плоды, которые потом выльются в итоге наших действий под влиянием информации в нашей голове. И вы не останетесь в стороне, попытаетесь рассказать об этом другим людям, чтобы заполнить новой информацией мир человека.